Доброго времени суток, дорогие зрители! С вами снова Дедуля Вослундер, это Twin Fallout Mods, и сегодня вас ждет новый формат, если так можно сказать, видео. Давайте с вами попробуем сделать Fallout 4 не такой убогой игрой и замутим формат Make 4 Great Again. Поэтому ждите сотни видео по модам на четверку и, возможно, десятки рассуждений. Сказать честно, вы довели Ника, он плакал горючими слезами. Поэтому не жалуемся теперь. В моем списке, между тем, больше 200 модов, поэтому пристегиваемся и давайте приступим. А сегодняшним гостем нашей программы станет АК-112, или же советская штурмовая винтовка. Да, тот самый классический автомат или штурмовая винтовка из первой и второй части. Как вы видите, модель сделана как положено угловатой, хотя, конечно, в мире Fallout она, наверное, смотрится будет немножко странно. Но в целом все похоже, скажем так, на правду. Давайте посмотрим, какие модификации есть у этого оружия. Итак, давайте заодно посмотрим на модельку поближе. Она действительно такая угловатая, на самом деле, в концепции 4-го Fallout она смотрится уже странно, но между тем выполнена она на хорошем уровне. Также есть уникальная версия, которую я даже не стал спавнить. Она, скажем так, достается квестом. Итак, что у нас есть из ресиверов? Ну, как у любого другого оружия, целая куча ресиверов. Опять у меня скорострельность почему-то заглючила. То было 136, стало очень много. Как видите, баланс, судя по урону, очень даже неплохой. То есть оружие не мощное, оно для мид-левелов, скажем так, вида стволов. Опять же, это какой ствол стандартный? Чем он отличается? Прорезями, что ли? Три вида прикладов или без приклада. Есть вот с компенсацией отдачи, есть стандартный, есть полный. Давайте полный возьмем. Магазины. Короткий магазин, как в классическом Fallout на 24 патрона, да. Быстросменный, побольше, и большой быстросменный. Ну, я решил взять такой, прицельное приспособление, как всегда, куча оптики, какие-то ебаные коллиматоры, другая срань. Мне это вообще без интереса, если честно. Надольной насадки нету, компенсатор, дульная, как это хуйня называется, пламя-гаситель и глушитель. Ну, я взял компенсатор, потому что с ним просто выглядит красивше. Ну и раскраски. Стандартный такой, я даже не знаю, как бы это назвать-то. Такой, как бы, деревянный пластик. Ну, в общем, хреново выглядит. Старый военный потемнее выглядит, уже не так страшно. И синтетические. Все эти накладки ни на что не влияет. Даже на вес почему-то не влияет. Но выглядит по-разному. Давайте попробуем его на стрельбище. Вот на стрельбище. Давайте посмотрим, как оружие достается еще раз. Нормально, никакой особой анимации нет. Целиться в него довольно прикольно. Довольно прикольно, что у него такая коробка ствольная, квадратная, удобно. Скажем так, плоскости совмещать. Такой маленький пулеметоподобный автомат. Звуки особенные, как вы видите, здесь никакие не добавлены. Что, в принципе, неудивительно, нафиг они нужны, да? Меткость у него отличная, отдачи вообще нет. Ну, возможно, это из-за модификации, то есть перков героя, но все равно. Давайте попробуем на ком-то живом это оружие. Ну что ж, давайте его испытывать. Правда, я уже без вас его испытал. Сотню гулей он завалил просто без особых проблем. Вот вам еще полсотни на запись, чтобы вы видели, насколько это оружие может быть веселым. Оно действительно похоже на швейную машинку. И, кстати, анимация перезарядки очень классно вписывается, родная. Вот о чем я всегда говорил. Зачем авторы, многие, изобретают велосипед, парятся, когда можно подогнать оружие под уже существующие фаллаутовские анимации. Это же гораздо проще. Ух, мне все виснуть начало аж. Ну правильно, тут, блин, больше 200 трупов уже. Зажимают демоны. В общем, полсотни гулей, как вы видите, мы разделали просто под орех, не особо-то и напрягаясь. Единственное, что меня расстроило, это отсутствие штыка у этого чудного оружия. Что ж, давайте посмотрим на него со стороны и сделаем уже какие-то выводы. Простите, ребят, не мог не обратить внимания на то, сколько я латунных гильз набросал. Эпичненько выглядит, не правда ли? Ладно, возвращаемся к осмотру оружия. Что ж, давайте заценим.
Как я уже говорил, моделька выглядит отлично. Ну да, она угловата, она довольно-таки простецки выглядит, но в этом свой шарм был в первой и второй части Fallout, не правда ли? Очень, на мой взгляд, оно выглядит забавно и здоровски. Положение руки тут немножко косячит, как видите. Пальчик в спусковую скобу западает. Но между тем анимация от третьего лица выглядит нормально. Перезарядки он перезаряжает ее так же, как обычная боевая винтовка, что очень здорово. То есть магазин меняет все остальное. Выглядит оружие прекрасно. Текстурки тоже, на мой взгляд, очень неплохие на самом деле. Теперь давайте поговорим о лорности этого оружия. Вот, с одной стороны, оно не считается, наверное, лорным для вселенной Fallout 4 именно, четвертой части. Но даже в третью часть более-менее вписывается из-за того, что R91 или 93, как он там назывался, да, он чем-то похож. Но вот в четвертой части все оружие уже выглядит совершенно по-другому. И эта карикатурность, наверное, оружия в четвертой части будет немножко угловатость и так далее, да, но она будет выглядеть немножко комично, с одной стороны. С другой стороны, как-никак в первой и второй части это было лично мое любимое оружие. Я только с этой винтовкой-то, в общем-то, и передвигался по пустошам, потому что очередь бронебойных патронов даже Хорригана валила, потому что я даже его из нее убивал. Очень-то оно и неплохое, и мастера я, опять же, ей убил. Мне просто нравилось, что не такой же большой урон, то есть хоть какие-то бои более-менее трудные, скажем так, с ней можно в классическом Fallout творить. Ну, и здесь оно выглядит тоже, в принципе, ничего. Мне очень нравится скорострельность, мне нравится то, что у нее огромный магазин. Мне нравится, скажем так, меткость. Да, он, возможно, немножко дисбалансный, но, учитывая маленький урон, в принципе, дисбаланс как бы правится. Прикольно вот все заливать, скажем так, потоками свинца. Это то, чего я жду от любого ручного пулемета, который есть на Nexus, который ни один из них этого не может, да. То, чего я жду от минигана, который тоже этого не может. А это оружие может. Оно очень прикольно играется, с ним очень весело и задорно. Это ему огромный плюс. И, опять же, по лорности оно все-таки, наверное, ну, подходит, я больше сказал, к миру игры, чем не подходит. На самом деле, по сути, это самое лор-френдли должно быть оружие, но из-за того, что оно странно выглядит и не вписывается в концепцию четвертой части, оно уже и не лорное, как бы, да, но, на мой взгляд, все равно лорное. За это, в принципе, ему можно такой большой плюсик еще поставить. Ну, давайте подведем итоги. Модели текстуры, в принципе, сделаны действительно неплохо. Не идеально, конечно, ствольную коробку, несмотря на прикольную угловатость, я бы сделал все-таки более какой-то, как сказать, штампованный, что ли, потому что, ну, она уж больно выглядит как-то раздуто, как будто это вообще литье, а не штамп. И кроме этого, оно выглядит, ну, несуразно немножко, не правда ли? Здоровенный такой механизм, да, и потом масенький ствол, масенькое цевье, масенький приклад, масенькая ручка, только магазин и ствольная коробка выглядит огромной, что немножко странно, то есть ресивер. Но это уже мелочь, это мои придирки, но по мне так девятку он здесь заслуживает только в путь. Лорность 10, тут ничего больше не скажешь. Анимации 10, ладно, 9. Есть косяк с тем, что с другой стороны, соответственно, как вы видели до этого, ну и как могу еще раз вам показать, к сожалению, рука проходит сквозь. Ну, на самом деле, не каждый это заметит, не каждый вообще это в бою, в пылу боя, скажем так, от третьего лица на каком-то другом персонаже вообще это на это внимание обратит, не правда ли? Но все равно не очень приятно. Дальше, кастомизация 10, это 100%. Тут можно не слабо оружие менять и по внешности, и по функционалу. Что же еще? Ну, давайте, наверное, подведем итог. 9, крепких 9 баллов из 10. Это оружие практически доводится до идеала. Я бы хотел с ним еще раз пройти игру, потому что с ним просто весело. Из него очень прикольно стоять. И наконец-то хоть какое-то применение 5-миллиметровым патроном нашлось для этой игры. Такие дела, ребят. Ну а следующим гостем нашей мини-программы станет огнемет из игры Fallout Tactics. Я, честно говоря, никогда в самой игре не пользовался этим маленьким ручным огнеметиком, как большим огнеметом, если быть честным. Но давайте посмотрим, как он модифицируется. Итак, он модифицируется. Это уже большой плюс по сравнению с предыдущим роликом про огнемет, который мы видели. Тут есть, соответственно, возможность увеличить или уменьшить дальность, немножко поменять внешний вид, запилить на него разные раструбы, собственно говоря, от которых эта дальность и зависит, что довольно круто. Вообще, мне очень даже нравится, что он хоть немножко модифицируется. В принципе, это здорово. Давайте посмотрим, что еще у нас тут. О, ручки меняют немножко вид, что ли. Забавно, безусловно. Round 1.
посмотрим, как это оружие себя ведет. Итак, стреляет оно с теми модификациями, что я выбрал, не сильно далеко. Надо, наверное, было в другой раз труп выбрать. Но, блин, ребята, это весело довольно-таки, это даже прикольно. Я понимаю, что урон у него никакущий практически, но, блядь, это весело. Это очень даже весело. Куча горящих гулей. Здорово. Мне нравится, на самом деле нравится. Никогда ни в одной из игр серии Fallout я огнемет, в принципе, не использовал по назначению. Единственное, зачем я всегда брал огнемет, это чтобы продать его торговцу за много денег. Ну и помирал от него, может, раз 5 за много сотен прохождений. Round 2. Ну что, еще один раунд. Уже с длинным раструбом. Ну, дальность... Не, ну стало лучше, видно, ощутимо. Уже не 10 метров, а 20 метров, да? Ну, это довольно круто, на самом деле, ребят. Ху-ху-ху. Нет, эффектно, конечно, безусловно, эффектно. Анимация перезарядки выглядит тоже замечательно. Я не могу ничего плохого про это восхитительное оружие просто сказать. Просто наслаждайтесь тем, как уничтожаются с его помощью гули и как это выглядит красиво. То есть сразу, не знаю, начинаются флешбеки из Вьетнама у Джонни. Эти чертовы гуки повсюду. Выжги их напалмом. Не, на самом деле выглядит круто. И я, по-моему, уже тут целую гору трупов навалил. И все в огне, и все пылает. Вот, ну, просто прелесть. Странно даже, что у меня до сих пор FPS не начал проседать. Нет, прелестно, прелестно. Я прям почувствовал себя экстерминатором. Ну что, давайте посмотрим на оружие со стороны. Моделька сделана неплохо, к сожалению, положение от третьего лица немножко кривовато, мы на курок не нажимаем, но моделька все равно хорошая. Оружие было в Fallout Tactics, что делает его, в принципе, частично лорным. Но опять же, частично, по мнению Bethesda, по мнению Interplay, Fallout Tactics был лором действительным. Так что, в принципе, оружие мне нравится, я ему действительно могу поставить, ну, наверное, 8 из 10. Ничего экстраординарного, но очень-очень-очень задорно. Ну а нашим сегодняшним гостем станет оружие под названием RPG-7 от автора The Shining Haxorus. Посмотрите на модельку, на текстурку и перейдем к модификациям. Как вы видите, модификаций не так, чтобы дофига. Один ресивер, куча целых видов различной взрывчатки. То есть можно менять типы ракет, что довольно забавно. Есть даже такие странные штуки, как Proximity граната, то бишь, которая взрывается якобы на приближении противника. Но я не уверен, что она работает, надо посмотреть, как говорится. В принципе, оружие кастомизируется. Есть, опять же, несколько видов раскрасок, если не ошибаюсь, их 5. Вру, 4. И куча прицелов, от которых совершенно нет никакой пользы. Ну, сами понимаете, потому что я их просто элементарно не люблю. Давайте испытаем оружие на практике. Так. Щелк. Ну, вроде эффективно. Щелк. И поехали. Такс. И бах. Ну ничего, в общем-то, очень даже прикольно. Еще один раунд. Ну-ка. Ну, неплохо. Неплохо, на самом деле, действует вот самая обычная граната. Мне очень даже, в принципе, пока что нравится. И анимация классная, перезарядки очень даже по душе мне. Выглядит все зашибись. Так, ну что ж, проверим, что это за Proximity. Предположим, прицелились мы в доброго дядю Гуля. Пиу. Красиво летит ракета. И шик. Нихуя. Это как так? Ну-ка. Шик. Блять. Да как оно работает-то? Хуй его знает. Ну ладно, давайте пробовать кластерную гранату. Может, она чем-то отличается. Так. Что-то у меня очков не хватает, на хер с ним. Ох, нет. Кажись, себя я тоже зацепил. Ладно, еще разок. Вообще довольно весело, если честно, но как-то не очень результативно. Очень красиво, эффекты, взрывы. Майкл Бэй, как всегда, обзавидуется, но что-то как не сильно эффективно. Меня это, честно говоря, удивляет. Я ожидал как-то, наверное, большего. Я подозревал, что поражающая сила должна быть, наоборот, сильнее. Может, дальний конец бахнуть?
Ну, уже больше похоже на правду. Ладно, давайте наконец попробуем атомные гранаты. Вот, это то, что надо, это просто заебись. Бесполезный Фэтман, в принципе, теперь реально абсолютно бесполезен официально. Эта штука гораздо прикольнее, и, по крайней мере, ракета летит по прямой, что в разы удобнее. Ау. Единственное, что, конечно, врагов в упор не очень-то удобно молотить ей. Но это ладно, это само собой разумеется, как бы тут идиот догадался бы. Да, вот. Давайте посмотрим, как оно выглядит от третьего лица. Ну, не сказать, что супер. Немножко кривовато лежит, но выстрел. Вот перезарядка третьего лица, кстати, присутствует, что довольно красиво и прикольно. Ну-ка еще разок. Пах. Здорово, на самом деле это прикольно. Я бы хотел увидеть это на врагах. Очень даже круто смотрится, очень мне по душе. Ну что ж, давайте уже как-то подводить, наверное, итог. Оружие, в принципе, сидит в руках неплохо, но рука не на курке, что довольно странно. Немножко также вот раструб лежит в плечо, что тоже немножко странно, но между тем... Да, смотрите, артефакт какой-то любопытный. Ну, возможно, это кривожопость установки моей уже. Лежит оружие в руках красиво, и, в принципе, оно относительно лор-френдли, потому что оно было в Fallout Tactics. Да, я знаю, что Tactics не считается лором и вся хурма, но, в принципе, рано или поздно, я думаю, его все-таки лором примут, потому что он до этого как бы лором и был. Оружие заслуживает девятки из 10, в принципе. И только потому, что проксимити гранаты не работают. Следующим гостем нашей программы станет винтовочка АУК, вроде бы как А1. Ну, я, честно, не очень разбираюсь, потому что мне это оружие изначально не по душе уже само по себе. Как вы видите, это очередное оружие с компоновкой Bullpup. Скажем так, вы его могли видеть полюбас в таких играх, как Counter-Strike, в Call of Duty, в Modern Warfare он точно был. Да вообще много где был, это практически икона многих таких боевичков из тех же 90-х, собственно говоря. У многих злодеев был, в Крепком орешке вроде даже как было. Оружие, как видите, сделано внешне неплохо. Текстура и модель очень даже хороши. Давайте посмотрим, какие модификации присутствуют, и будем дальше смотреть. Итак, что у нас в этом чудном аппарате есть? Ну, целая сраная куча ресиверов. Баланс вроде как ничего. Ствол один. Приклад один. Видов магазинов, ну, есть немножко. Мало что меняет. Стандартная оптика. Так, снова оптика. То есть простых прицельных приспособлений нету. Просто вот целика с мушкой. Ну, давайте тогда, наверное, какой-то коллиматор, что ли, брать, блин. Хотя это выглядит довольно тупо. Так, стандартная мушка и глушитель НАТО. Ну, ничего интересного. Ну и раскраски. Раскраски, вынужден признать, довольно довольно приятные. Давайте посмотрим на оружие в действии. Итак, вытаскивается оно нормально. Целиться, в принципе, через коллиматор тоже удобно, хотя все-таки интереснее было бы, если бы на нем были механические приспособления для прицеливания. Ну ладно. Звучок приятный. Ствол даже немножко вверх задирает, анимация хороша. Кстати, очень даже хороша, проигрывается отлично. Стрелять из него очень даже весело. Очень-очень даже весело, я бы сказал. Фу, выглядит реально приятно. Давайте со стороны посмотрим, как перезаряжается. Нормально перезаряжается, магазин скидывает, магазин вставляет. За ручку держится, хотя и, по-моему, немножко криво, нет? Или мне так кажется? Но это мы еще потом посмотрим. 4 десятка наших облезлых друзей пришло ко мне в гости на испытание этого оружия. Но не сказать, что оно... Ух ты, блядь, какой он резвый. Не сказать, что оно прям экстра убойное. У меня не будет, скорее... что у меня якобы не будет проблем с изничтожением недругов. Но, учитывая скорострельность... Ай! Учитывая скорострельность, в принципе... Да сдохнет это, блин. Скорострельность и довольно-таки реалистичный разброс, кстати.
из-за чего попасть далеко не во всех можно. В принципе, это оружие довольно веселое. Все, не все. Ну что ж, давайте посмотрим на это оружие страны и будем делать какие-то выводы. Итак, анимация. Смотрим, опять же. Все вроде, кстати, нормально. И ручку он держит нормально. Просто так кажется из-за того, что сама модель оружия довольно специфичная. Ну, не потому что автор специфичен, да, потому что это само оружие специфичное, очень нестандартное. Отчасти оно тоже могло бы вписаться в лор игры. То есть оно не выглядит совсем уж инородным, если в такой вот раскраске, например, да. Но все-таки, скорее, это оружие не для добавления в левел-листы, а для того, чтобы вам лично с ним бегать и раздавать всем сдюлей. Мне ощущения от его использования напомнили очень-очень-очень древнюю модификацию АК-74, с которым я проходил все время модификацию Tales from the Commonwealth и всякие подобные старые моды еще, скажем так, на заре появления моего именно игрового канала. Хотя, в принципе, появился он давно, но записывать я начал недавно, не правда ли? Так вот, в принципе, оружие более-менее вписывается, но я бы не стал его добавлять в левел-листы. Чисто для себя оно очень прикольно, им очень забавно пользоваться. Мне понравились анимации от первого и третьего лица, все сделано грамотно и классно. Тут придраться не к чему. Модель текстура тоже отличная. Что не понравилось? Абсолютное отсутствие модификаций. Оружие просто не кастомизируемое. Вся кастомизация сводится к тому, что вы можете поменять прицел, магазин и оптику. Ну, это просто жопа, это несерьезно как-то, ребят. Я уже, видимо, избалован, но я привык к тому, что чуть ли не каждый вышедший оружейный мод в последнее время позволяет любое оружие просто настолько перевоплотить, что можно лично офигеть, но от этого я, к сожалению, не офигеваю. Оно удобное, у него хороший звук, оно прикольно в использовании, у него, судя по всему, очень хороший баланс. Более-менее реалистичный даже, я бы сказал, если так можно сказать по отношению к игре. Все-таки игра и реализм это уже само по себе, знаете, не сочетается, но не суть. Мне, в принципе, оружие нравится, но из-за такого малого количества модификаций, из-за того, что оно не совсем вписывается в мир, пожалуй, оно заслуживает 8,5 из 10. Вот такие дела, ребят. Сегодняшним гостем нашей микрорубрики станет плазмокастер. Это практически плазменная винтовка из классических фоллаутов, но сильно переделанная в такой, скажем так, на лад 4-го фоллаута. Как видите, модель довольно любопытная, она даже... куда? Она даже в экран не влезает. Настолько она огромная. Модель сделана отлично, частично из ассетов игры, частично из различных новых штук. Давайте посмотрим, какие модификации у нее присутствуют, и испытаем ее в действии. Итак, давайте посмотрим. Куча косметических изменений. Мне они частично недоступны, почему не знаю, даже разбираться не хочу, честно говоря. Их и так до хрена, как вы видите, да? Ну, кроме косметических изменений, конечно же, поменяются параметры скорострельности, например, той же. Ну, нас интересует, например, скорострельность повыше, да. Дальше. Виды стволов. Ствол Гатлинга. О, видите, какая скорострельность, да. Плазменный ствол, плазменная пушка, плазменный огнемет. Это я хрен знает, что такое. Наверное, это что-то вроде как типа дробовик, стандартный ствол и супер... Ну, типа, можно сказать, тоже дробовик, наверное, плазменный. Я сейчас, честно говоря, думаю, что мы попали не на оружие из Fallout, а на оружие из Unreal Tournament. Ну, блин, согласитесь, похоже, да? Ну, давайте ствол Гатлинга возьмем чисто для прикола, потому что это круто. Есть рамы, соответственно, алюминиевая легкая, я так понимаю, да? Которая весит 26 фунтов. Свинцовая рама, нахуя нам нужна, я не знаю. Типа... помогает справиться с супер отдачей. Так, это у нас для чего? Ага. Вот. Для отдачи Гатлинга как раз стальная рама и нужна. Вес 35 фунтов. Так, дальше накопители. Так, продвинутый. Это у нас переход на ячейки силовые Fusion Core. К сожалению, не знаю, что это за перк Fusion Power, где его взять. Я
не настолько углублялся и даже описание, честно говоря, не читал к моду. Давайте посмотрим на урон. Урон просто космический, учитывая скорострельность. Ну, давайте самый мощный возьмем и опробуем его на каких-нибудь мерзавцах. Ну, а перед тем, как пробовать эту штуку на мерзавцах, давайте хоть попробуем из нее просто пострелять во что-нибудь. Ой, нихера себе. Мне бы такой миниган, честно говоря. Вот почему миниган в игре не такой прикольный? Круто. Анимация перезарядки присутствует, тоже здорово. Ну что ж, к нам пришло в гости 100 гулей. Давайте посмотрим, сможем ли мы их истребить этой чудо-пушкой. Блин, это очень круто, ребята. Это просто офигенно. Уберштволь, можно его назвать. Понятно, что он абсолютно не сбалансирован. С такой мощностью играть станет совершенно неинтересно. Но если вы хотите просто поприкалываться, или если вы используете, например, Creation Club, то с этой штукой вы можете очень неслабо повеселиться, судя по всему. Хотя, конечно, скажем так, убойность этой штуки огромная, но пробивной силы, пожалуй, чутка не хватает. Не то, что пробивной силы, тут какой бы взрывной эффект не помешал бы. А, у меня еще и патроны кончились. Ну что ж, вернусь к вам позже. Давайте посмотрим на это чудное оружие со стороны. Выглядит оно, конечно, просто гигантоидным. Наверное, оно даже силовой броней казалось бы гигантским. Анимация перезарядки отлично работает. Моделька сделана классно, ассеты практически все взяты непосредственно из самой игры, из-за чего они не смотрятся инородно. Инородно смотрятся только размеры этой офигенной штуковины. Что я хочу сказать? Чисто, наверное, по лору Fallout эта штука вполне себе вписывается. То есть тут десяточка твердая. Моделька и текстурка тоже десятка. Количество модификаций просто поражает воображение. Вы можете настроить ее по-любому под себя. Тоже 10. То есть сплошные десяточки, в принципе, этому оружию можно поставить. За исключением того, что оно все-таки очень неслабо читерское. Ну, извините, 100 гулей за совсем короткий промежуток времени. Ну ладно, там последних 10 я прикладом долупил. Но не суть. Суть в том, что это просто в этом плане смехотворно. Слишком оно читерское. Но если вы любите веселый геймплей, и когда все вокруг взрывается, Майкл Бэй сосет хуи и так далее, вот это вам, короче, пойдет. Это для вас. Я сугубо, может быть, мне это оружие не очень-то понравилось, но я не имею права этому вооружению замечательному ставить маленькую оценку, поэтому это просто десятка из 10. Что еще могу сказать? Некоторые будут негодовать по поводу четверки снова и снова, но бог с вами. А всех адекватных зрителей я очень сильно попрошу не лениться и черкнуть пару строк по данному видео о формате и о самих модах. Также я вас очень сильно попрошу распространять данное видео в соцсетях. Вам это несложно сделать и, надеюсь, не жалко. Всего лишь репостик из нашей группы, а нам это будет очень приятно и, возможно, поможет снова вернуться на стезю Вегаса через какое-то время. Спасибо вам всем за просмотр, с вами был Дедуля Вуст, всем удачи, всем пока. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here